кризис в Европе и в мире, что ждет экономику стран СНГ. Предполагать, что страны СНГ кризис минует, было бы, наверное, наивно. Старые американские проблемы, которые спровоцировали первую волну кризиса в 2008 году, полностью не исчезли, но к ним добавились еще и серьезные проблемы в европейской экономике, за которыми мы сейчас очень внимательно следим. Экономики стран СНГ интегрированы в мировую экономику. Это означает, что все, что происходит с нашими ближайшими соседями, долговые и финансовые проблемы в еврозоне неминуемо будут сказываться и на экономике наших стран. Сегодня с нашими экспертами мы будем говорить о влиянии финансового и долгового кризиса в еврозоне, да и в мире в целом на экономике стран СНГ, насколько кризисоустойчивы экономики наших стран и как минимизировать влияние кризисных явлений на экономики России, Украины, Казахстана, Армении и Молдовы. Собственно, эти вопросы мы будем сегодня обсуждать с нашими экспертами. Ахиллесова пята экономик СНГ и России прежде всего, конечно, в их достаточно сложной структуре, завязанной на отдельные виды товаров, на отдельные производства. На самом деле не то чтобы ахиллесова пята, а просто объективная необходимость заключается в том, что все экономики этих стран достаточно сильно открыты. Мы это ощутили очень хорошо в 2008-2009 году, когда нас настиг глобальный экономический и финансовый кризис. Избежать подобного рода потрясений, разумеется, невозможно. Мы можем лишь каким-то образом пытаться смягчить их воздействие. Если раньше проблемы шли, скажем так, с глобального финансового рынка, теперь основной взгляд прикован к Европе. Здесь, в общем-то, казалось бы, реальные связи наметить проще. Ключевые каналы передачи кризиса, по крайней мере для российской экономики, понятны. Это прежде всего внешнеторговый и инвестиционный канал. Европейский Союз является для России основным внешнеторговым партнером. Порядка 48-49% внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС. Кроме того, здесь также может воздействовать то, что бы я назвал глобальным фактором для России, а именно влияние кризиса в Европе на мировые цены на нефть, что, разумеется, затронет не только торговлю России с ЕС, но и торговлю с остальными странами энергоносителями. Кроме того, инвестиционный канал, здесь, правда, все не так просто. С одной стороны, ЕС также основной инвестиционный партнер России, крупнейший, но необходимо помнить о том, что российский капитал уходит из страны, и зачастую страны ЕС являются просто неким таким передаточным звеном в движении российского капитала через глобальные финансовые рынки. И здесь возможны разные ситуации, разные истории, но в любом случае, опять-таки, сильное сокращение потоков капитала, безусловно, окажет негативное воздействие на российскую экономику. Примерно те же каналы действуют и в отношении стран СНГ. Очевидно, что страны, которые имеют обширные торговые связи с Европейским Союзом, для которых Европейский Союз является основным поставщиком капитала в их экономику, будут затронуты. Кроме того, как я уже сказал, российская экономика в случае серьезных проблем в Европейском Союзе, безусловно, пострадает. И здесь, на мой взгляд, как и в случае с первым кризисом, я имею в виду кризис 2008-2009 года, возникнут так называемые обходные каналы воздействия, то есть каналы воздействия не непосредственно с глобального или там, в нашем случае регионального европейского рынка, а со стороны России также. То есть по тем же каналам, через внешнюю торговлю, инвестиции. Для некоторых стран особенно значим еще канал перевода мигрантов. Мы все помним, что достаточно резко сократились переводы мигрантов. И это, кстати говоря, было очень серьезным воздействием глобального кризиса на экономики отдельных стран СНГ. И здесь, безусловно, тоже воздействие будет негативным. То есть для стран СНГ как бы удар придется с двух сторон. И из Европейского Союза, и потом опосредованно через Россию. Как избежать этого? Ну, здесь достаточно сложный вопрос. Я думаю, что мы еще будем сегодня по нему говорить неоднократно. Но в любом случае уже первая волна кризиса показала, что крайне важно поддерживать свой внутренний спрос,
Здесь, возможно, потенциал до конца не был реализован, и, на мой взгляд, еще существуют возможности для того, чтобы поддержать экономики, и самое главное, подчеркну, попытаться все-таки преодолеть вот эти структурные несбалансированности, уйти от однонаправленной сырьевой экономики, которая, собственно, и приводит к тому, что в результате кризисов, которые возникают за пределами России, Россия оказывается одной из наиболее пострадавших экономик от такого рода кризисов. То, что касается непосредственно Украины, я полностью подписываюсь под тем, о чем говорил Михаил Головнин. Для Украины это не диверсифицированная структура, так сказать, например, нашего экспорта, это и проблемы, связанные с получением капитала. На сегодняшний день мы наблюдаем действительно такое явление, когда украинские банки с иностранным капиталом начинают достаточно быстро погашать межбанковские кредиты, которые они получали в свое время от своих материнских компаний непосредственно в Западной Европе. И понятно, что это стратегия консолидации, так сказать, средств на счетах этих банков. И это, с одной стороны, давление на валютный курс, потому что валюту надо как бы переводить. С другой стороны, это, естественно, сужение возможностей для финансирования. Вот как это явление пойдет, так сказать, дальше, ну, будем смотреть. Второй момент – это то, что связано непосредственно с мигрантами. Мне кажется, что на сегодняшний день проблема для переводов по украинским мигрантам – это и, с одной стороны, те проблемы, с которыми они сталкиваются там, меньший спрос, меньше денег, поэтому как бы меньше можно перевести в силу экономических, так сказать, причин из Европейского Союза. Последние 1,5-2 года мы наблюдаем тенденцию изменения приоритетов мигрантов. Если раньше люди уезжали туда для того, чтобы заработать, вернуться с этими деньгами и, так сказать, увеличить свои жизненные стандарты, обучить детей и так далее, то сегодня все больше и больше людей связывают свою, так сказать, дальнейшую судьбу за рубежьем, и поэтому деньги сюда, так сказать, вот по этому каналу прекращают поступать. Я думаю, что вот если речь идет, так сказать, об Украине, то понятно, что полностью мы не можем, так сказать, кризис как-то пересидеть, это очевидно, тут я абсолютно с Михаилом согласен. Я думаю, что для Украины это прежде всего проблема государственных финансов. Вот, проблемы, связанные с экономической активностью и так далее, это все, так сказать, в конечном итоге дают проблемы для Украины, во всяком случае, государственных финансов. Поэтому здесь надо думать о том, так сказать, какая должна быть финансовая политика, государственные траты, скажем, на ближайшие, там, скажем, 2-3 года. Ну, если говорить честно, то, так сказать, скажем, например, Евро-2012, которое было достаточно успешным, так сказать, спортивным мероприятием, да, тем не менее, так сказать, легло бременем на украинский бюджет, потому что значительная часть средств была заимствована, это часть нашего суверенного долга практически. И с этим, так сказать, нужно быть очень, так сказать, очень осторожным. Поэтому я думаю, что тут, так сказать, надо провести очень разумную грань между финансированием каких-то больших проектов, которые стимулируют там, значит, производство, экономическую активность, и, так сказать, чтобы не попасть, как бы, так сказать, вот эту самую голландскую, так сказать, болезнь, когда мы что-то стимулируем, вроде как бы важно, всем помогаем, а экономика в целом, так сказать, проседает. Второй момент, так сказать, надо что-то думать, так сказать, по поводу долга. Потому что для Украины на сегодняшний день это проблема. Мы должны в этом году выплатить 16,3 так сказать, нашего, так сказать, долга государственного, который мы имеем, и это проблема, так сказать. Поэтому тут и либо реструктуризация, либо, так сказать, какие-то моменты, либо, может быть, какие-то крайние сценарии, о чем, так сказать, можно будет поговорить. И, наконец, третий момент, так сказать, мне кажется, что вот в чем, что нас объединяет и с Казахстаном, и с другими, так сказать, странами, участниками, не участниками, так сказать, нашего круглого стола, мы должны постараться, так сказать, помогая внутреннему рынку, избегать стремления, я бы сказал, такого антикризисного протекционизма. Вот если мы сейчас начнем, так сказать, друг от друга закрывать рынки в силу тех или иных причин, я не говорю, так сказать, опять-таки, хорошо это или плохо, я просто говорю, как бы, если будут использовать тарифные, какие-то другие нетарифные методы для того, чтобы поддержать отдельные производства, отдельные отрасли, мне кажется, это будет самый, так сказать, негативный опыт. Это то, в принципе, на что мы можем воздействовать. То есть вот такой, как бы, пакт о ненападении, так сказать, в условиях кризиса, мне кажется, это было бы очень важно. На данный момент, конечно, если в Европе может речь идти о фискальном союзе, то в Казахстане рассматривается серьезное направление общей экономической интеграции. Прежде всего, сейчас речь идет, как всем известно, об общем рынке единого экономического пространства. Что касается дальнейших этапов, все эти вопросы прорабатываются. Соглашения в рамках ЕЭП, они внедряются и постепенно формируется вот эта новая подушка безопасности. В годы кризиса активно использовались средства Национального фонда Республики Казахстан, были осуществлены трансферты в бюджет. Опять-таки, отличие от европейских стран, нет межбюджетных трансфертов и отсутствие фискального союза, как в Соединенных Штатах
Америки, например, не позволяет из одного штата перевести средства в другой, и, соответственно, приходится искать средства из других источников. В Казахстане был использован национальный фонд. Что касается сегодняшнего дня, экономика встала на хорошие рельсы, но 5,6% по итогам первого квартала. В случае же кризиса, вероятнее всего, будут предприняты уже опробованные меры в 2008-2009 годах. Слово «кризис», по-моему, во всяком случае звучит очень сильно. Перед приходом сюда я специально посмотрел прогнозы по еврозоне. Значит, председатель Европейского центрального банка Марио Драги прогнозировали они в этом году рост 0,3%, а ВВП снизится на 0,1%. То есть ожидается небольшая рецессия. Также будем говорить, что в экономическом потенциале еврозоны экономика Греции всего составляет 2%. Это мы должны знать. И мы знаем, что те меры, которые приняты на последнем саммите ЕС, уже дали свои позитивные результаты, что сказалось, конечно, на индексах валютной биржи и на биржах России, там определенное повышение, там 3,5, от 3,5 до 5%. Что касается тех, я бы сказал, болезней, которые присутствуют в наших экономиках, то они действительно достаточно схожи. Тут не ахиллесова пята, а целая проблема экономической безопасности наших стран. Это, конечно, в первую очередь монополизированность. Во вторую очередь, это, конечно, слабая диверсификация нашей экономики. В особенности, очень большую роль в наших экономиках играет добывающая промышленность, а вот обрабатывающая часть, то есть глубокая обработка, у нас отсутствует. Третья серьезнейшая проблема – это, конечно, коррупция в нашей среде. То есть болезни в первую очередь в нас находятся, а не во влиянии извне. А коррупция у нас достаточно высокая. Если мы посмотрим в списке Transparency International, то все страны СНГ, там 182 страны включены, находятся ниже 120-го. Оценивается в России, скажем, потери от коррупции в экономике около 15%, а в строительстве даже выше 20%. Если сказать, что вот все мы находимся рядом в этом списке коррупции, то я думаю, что вот эта коррупционная потеря у нас достаточно высокая, то есть тоже составляет примерно 20%. Я должен сказать также, что в качестве прогноза в наших странах, дело в том, что, может быть, это несколько нескромно звучит, недавно в издательстве «Наука» в Москве я издал книгу «Интервалы неопределенности экономики». Почему это я говорю? Вот точность прогноза мы должны, конечно, в свое время мы были готовы и к оптимистичным, и к пессимистичным. А сейчас почему-то делается попытка обязательно определить точку прогноза, которая, конечно, неверна. Скажем, по Армении. Forex Club прогнозирует 3,5% роста. Всемирный банк 3,8%. Значит, госбюджет 4,2%. Значит, в программе нашего правительства поставлено 7%. Конечно, я думаю, было бы разумно действительно в разумных пределах определить уровень прогноза, скажем, от 3 до 7% роста ВВП и иметь соответствующую программу по выполнению данных программ, оптимистичную и пессимистичную. Так что мне кажется, что в первую очередь болезни наши внутри наших стран, а влияние европейского кризиса, европейской рецессии, я бы сказал, что более правильно, на нашу экономику, я не думаю, что мы должны сильно преувеличивать.